Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс Титанов. Сегодня у нас небольшая велопрогулка с Иришкой, с Ирусей и Красотусей. Вон она впереди. Поехала. Вообще план... Сегодня, кстати, 8 марта. Всех женщин, милых дам, девушек, девочек поздравляю с 8 марта. И желаю всего самого наилучшего. В идеале, возвращаемся к нашему велотуру. В идеале. Ого, ничего себе, вчера здесь постреляли петард. Вон, прямо целую коробку взорвали. Прикольно. Спустимся на дорогу, да, чтобы по дороге не ехать. Никуда. А там потом будешь объезжать целый крюк. Никого нету, поехали. В идеале я хотел бы сегодня попробовать найти тот тайник, который я в прошлый раз не нашел. Тут этот Эрденс Газ, этот тайник. Потому что я посмотрел, после меня еще двое человек его нашли. Один таки не нашел. Вот, я думаю, с Ирусей сегодня. Мне интересно, что она скажет по этому поводу. Может, у нее какие-то будут мысли, где его искать. Ну, вот, вдвоем поискать, в общем. Но до него 19 километров. Я Ирусе сказал, что 15. И заряда у нее на батарее, конечно же, всего 2 черточки из 5. То есть велосипед у нее не заряжен. Хотя на 40 километров эти 2 черточки по любасу хватит. Ну, не, в общем, я к тому, что посмотрим, или мы туда доедем. В чем я не уверен, потому что нам еще надо силы оставить на празднование 8 марта сегодня. Так, 8 марта, вон за мной уже колонна собралась, пока я тут вещаю. Да. И колонна собралась, пока я рассказываю. В общем, посмотрим, если доедем. Хорошо, нет, так нет. Потому что нам еще сегодня надо же 8 марта так-то отметить, еще поехать в Росток, в ресторан, все дела. Ирусю побаловать, да, Кися? Сегодня же так-то 8 марта. И нам надо, в общем, чтобы остались время и силы. Сейчас уже час дня, а у нас на 6 часов ресторан. А в Росток еще ехать час, а еще собраться. В общем, у нас на все про все максимум часа 3. Ну, очень кнап. Все будет успеть. Ну, попробуем, посмотрим. В любом случае, сегодня прекрасный день. Обещаю 17 градусов сегодня. 8 марта, опять же, начало марта. Прямо теплое. Хотя я бы не сказал, уже прямо вот жарко. В куртке и футболке нормально, самое то. И Руся вообще там одела просто как капуста. Свитера, кофты, куртки, и ей все равно прохладно. Я взял свой Hardtail Mountain Bike, потому что с Ирусей мы ездим медленно. Соответственно, тут уже главное комфорт. И Hardtail самое то для таких вот неспешных поездок. Поиска тайника. Да, Кися? Как тебе вообще? Что скажешь? Как твой велосипед себя чувствует? Ух, он тяжелый. Обалдеть. Но он красивый. Вот прямо он такой прямо огромные эти колеса. Цвет матовый, черный. Вот все вот в нем идеально, прямо кроме веса. Тяжеленный капец. Так, ну что, Кисуля, давай газку, наверное. А то нам еще сегодня 8 марта праздновать так-то. У меня уже одна палочка, поэтому далеко я не уеду. Блин, как одна палочка? Что за подстава? Ну а что ты не будешь? Меньше. Чей велосипед? Одна палочка. Ну. Я не собираюсь гонять. Вот так вот. За всем надо самому следить. Тайник тут сегодня отменяется, потому что у Ируси уже осталась одна черточка на бортовом компьютере зарядки аккумулятора. Это максимум километров 30. Это даже на 40 может хватить, но это же будет... Мы будем вдвоем на измене же ехать. Хватит, не хватит. А если не хватит эту тяжеленную бандуру, фиг поедешь с ним. Тогда план Б. Я еще один всегда беру запасной геотайник, координаты запасного геотайника на случай, если надо поближе что-то поискать.
до него вообще там, по-моему, 6 километров от нас. Поэтому мы сейчас, наверное, сделаем так. Проедем 10 километров в одну сторону и вернемся на обратном пути. Поищем этот тайник, чтобы хотя бы в сумме 20 километров получилось. Уже минимум минимальный уже, господи. Из новостей замутил я в телеграм-канале и в Страве. Говорил я уже это. Освежу группу, канал в телеграм-канале. Вела Ханза, вот так и пишется по-русски Вела и Ханза на латинице, посвященный каналу любителям велосипеда, живущим в Германии, на востоке и севере Германии. Вон Иришка едет по дорожке Вела, а я по дороге. Хотя делать этого не люблю и не рекомендую никому. Да, и в телеграм-канале уже 11 человек, из которых, как если я правильно понял, 2 человека живут в Ростоке, чему я несказанно рад и даже удивлен. Я думал, я вообще никогда никого не найду поблизости русскоязычного на велосипеде. Так что, надеюсь, в ближайшем будущем организуем какие-то совместные покатушки. Завтра собирался в Росток на фломарт поехать на велосипеде. Ну, походу, эта затея тоже отменяется, потому что мне надо купить срочно какой-то дешевый велосипед, который будет не жалко бросать на улице, который будет стоять, ржаветь на улице. Потому что я на работу начал ездить на поезде, и поезд останавливается недалеко от меня, но это останавливается региональный, он там, короче, где-то на часа полтора, получается, больше в день я трачу времени в целом и в общем на дорогу вместе с работой, на работу вместе с дорогой. А можно это все оформить, ездить на работу на ИЦИ поездах, это скоростные поезда. Но они в нашей деревне не останавливаются, а останавливаются в следующей. В общем, наш город состоит из 2 частей, Вест и Ост. Мы живем на Осте, он здесь не останавливается, скоростные, только региональные. А там на Весте, на западной части города останавливаются. И, соответственно, мне можно туда, мне можно 1,5 часа экономить. Они ездят быстрее, они ездят там по другому времени, более подходящему ко мне для работы. Ну, вот, как я сказал, надо 4 километра добираться туда и потом, соответственно, обратно домой. И вот, да, и для этого я хочу купить какой-то старый велосипед до 50 евро, в идеале вообще за даром или за 25-10 евро, что вот такое найти и там ехать туда, на Вест, эту станцию, там оставлять его на улице, садиться и не боясь, что он будет там ржаветь или его украдут, шайс-эгаль, все равно. Вот, и поэтому я завтра, наверное, поеду по предложениям, которые я в Клайнанцайге понаходил. К слову, их там просто вообще миллион. Я просто был очень удивлен, когда вчера сел смотреть велосипеды бэушные, задал радиус поиска 30 километров от дома, и просто мне выдало без никаких ограничений, если просто искать велосипеды Клайнанцайге, eBay Клайнанцайге, 4500 предложений. Вы только вдумайтесь в эту цифру, учитывая, что мы живем не в большом городе, а просто в деревне. 4500. То есть, и оно неудивительно, потому что, ну, представьте себе, у каждой семьи есть велосипед, а, как правило, 2, 3, 5. И это все хламье ржавеет, валяется. Люди просто хотят от этого избавиться. Потом я сузил поиск до 50 евро, поставил поиск, мне выдало там что-то 425 предложений, что-то такое. Это только в нашей округе. В общем, я написал человеком 20, наверное, ну, выбрал такие более-менее. Из них ответило, наверное, человек 15, что да, велосипед есть. Я еще решил сузить круг поиска, написал сразу, когда там стоит, например, цена 50, я написал за 25 заберу. Там уже человек 5 ответили. Короче, таким образом хочу, ну, не знаю, сколько мы осилим. Ты будешь ехать завтра смотреть? Человек 5, наверное, максимум мы можем осилить. Или я могу осилить, если я сам поеду.
В общем, я очень удивлен, сколько вообще, какое гигантское предложение велосипедов. И даже на сегодняшний день, как с машиной, новый велосипед вообще нету смысла покупать, потому что можно такой же найти бэушный, но таким с маленьким пробегом, который купили полгода назад, и ему почему-то не подходит, не нравится и все такое, или нету времени катать, просто уже в 2 раза дешевле. То есть с велосипедами такая же машина, такая же история, как и с машинами. Новый смысла брать нету вообще. Хотя, ну вот так вот, проще найти уже бэушный, недавно купленный, без большого пробега. Есть просто по 5 евро велосипеды, по 10 евро велосипеды. Один там mountain bike, да, вообще даже неплохой, но я стрём какой-то перекрашенный, наверное, ворованный, фиг его знает. Я вот уже думаю, блин, как быть, если купишь ворованный? То есть люди приглашают тебя, ну ты говоришь, я хочу посмотреть, приехать посмотреть. Они же дают какой-то адрес, и я думаю, если что, просто, наверное, записать все адреса, где я буду покупать, я не знаю. И на случай, если полицаи, типа, что за велосипед, хотя бы я, чтобы мог объяснить, где я его купил. Ну, короче, на ворованный тоже нарваться, наверное, можно. Хотя я, честно говоря, не представляю, как можно в Клайнанцайге продавать ворованный. Это надо же какой-то адрес, ты же не скажешь, приходи на улицу, хотя вполне все возможно. И посмотри. Так, сколько там рисок показывает? Зарядка аккумулятора. В общем, с поездками на работу на поезде тоже такая интересная история. Я 6 лет на эту работу ездил на машине. И сейчас такое, все, хватит, надо на поезде ехать, надоело. Во-первых, это всегда стресс на машине. Во-вторых, этот ральф мне действует на нервы. Да, я его включил, когда ехал по дороге, надо сейчас выключить. И в-третьих, экономия денег, экономия ресурсов машины. В общем, всего, блин, я так жалею, что я эти все 6 лет не ездил на поезде. Но единственное, что меня утешает, что, скорее всего, раньше такой возможности не было по деньгам, что этот проездной был дорогой, или я не знаю, что было не так. В общем, я не ездил, а мог бы ездить. И сейчас вот 1 неделю я отъездил на поезде и прямо не могу нарадоваться. Это так комфортабельно. Эти поезда, вагоны полупустые, людей мало, сиденья чистенькие, мягенькие, все так уютно, чисто, вообще супер. И никакого стресса, как на машине, особенно летом. У нас вот такой курортный район, и эта дорога, по которой все отдыхающие туристы к нам едут, навсегда забита, и ты после работы едешь, психуешь, стоишь в этих штау, в пробках, вымотанный приезжаешь, а здесь просто посидел в поезде, почилил, в телефоне посидел, почитал, я там чат GPT себе настроил, по крайней мере надстраиваю еще в процессе, чтобы он мне уроки немецкого преподавал. Красота, на вопросики его поотвечал, цаки-цаки, уже дома, до Банхофа, до этого, до остановки на поезд мне идти с дома 5 минут, там в Ростоке по нормальным делам 13, это тоже отдельная история, потому что есть 2 способа добраться, как я говорил, можно на ICE, на быстром, на скоростном поезде. Но тогда там остается времени буквально, вот как он прибывает в Росток, 12 минут, чтобы дойти до непосредственно моего места работы. И как бы в этом вся загвоздка, потому что по нормальным делам туда идти, этот путь занимает 13 минут, и даже не до моего цеха. Мой цех еще самый крайний, и до него еще 5 минут идти. Но я вчера попробовал, предупредил заранее, что может быть я опоздаю на пару минут. И я дошел прямо до цеха за 11 минут. Прикол в том еще, что ты, если ездишь на региональном, тогда ты можешь, у тебя там запас времени там сумасшедший, там до поезда час, и ты можешь переодеться, сходить в душ, не спеша все это. А тут уже вот надо ехать в робе на работу, с работы, никакого душа, никакого переодевания. Соответственно, все всегда бегом, бегом, бегом. И если там что-то еще появляется, какие-то термины к врачам или что,
то это все организовать, вот это все, это прямо уже становится непросто. Когда ты на машине, у тебя все лежит в машине, твои карты все, вот все остальное у тебя лежит в раздевалке на работе, ты переоделся, машинально схватил рюкзак, помылся, все. А тут надо все вот как-то, все эти поезда, а еще вот Deutsche Bahn, они еще любят какие-то там ремонтные работы, они еще любят бастовать и отменять, переносить эти поезда. Ты всегда должен быть, держать руку на пульсе, будет ли вообще завтра в это время поезд. Последний раз было так, что мы ехали вот там в четверг, и Ральф мне такой: а ты слышал, что вот только что объявили там в поезде? А я даже не прислушивался. Такой: нет. А завтра он не едет. А если бы он не сказал, я бы и не знал, я бы пришел на остановку, а поезда нету. Я даже не знаю, теперь как каждый день заходить. Вот, то есть в интернете это все стоит, но вот каждый день перед работой заходить вечером накануне и смотреть, будет ли поезд. В общем, это все организовать вот непросто. Это, к этому реально надо привыкнуть, это все, к этой организации. Но оно того стоит. Меньше стресса, все равно меньше стресса и сумасшедшая экономия денег. Плюс еще появляется время на поспать, на отдохнуть, на почитать, на поучить что-то. Просто класс. Соответственно, завтра фломарт, скорее всего, отпадает, потому что надо ехать. Хотя, что? Да. Что под колеса? Что, весна? Когда вот тепло наступает, Ну все, весна, так, супер. да. А тебе хлопульс утром опять 2 градуса. А тебе хлобысь, я... Только сегодня тепло, завтра опять 2. Ага, я опять на работу. Немножко не в тему, но тем не менее. Не, ну сейчас-то вообще просто сказочно. Хотя я в шапке. В Испании, вот там у них, наверное, вся зима такая. Ну вот все вот любители настоящие велосипеда, они переезжают жить в теплые страны или зимуют в теплых странах. Они организовывают свою жизнь так, чтобы зимовать где-то там и ездить на велосипеде. Ну или вообще там живут. Богатые, которые, эти велолюбители, которые могут себе это позволить. Я все свои велосипеды, все цепи на всех велосипедах, кроме Ирного. Собственно говоря, кроме Ирыных, потому что на ее электрическом и на обычном молдбайке еще с маслом цепи в масле. А свои оба перевел на вакс и прямо не могу нарадоваться. Проварил 3 цепи на этот велосипед. Проварил вторую цепь, помыл, купил бензин этот моющий. Помыл, проварил. Обе цепи снял, которая стояла. И, кстати, я думал, я на ней проехал немного. Фактически я купил недавно этот велосипед. А я уже посмотрел статистику, настраиваю, я уже 700 километров на ней проехал, на этой цепи. Я думаю, что я сравнил с новой цепью. Когда она успела так подрастянуться? На 3 миллиметра, наверное. А я уже 700 километров, хотя 700 километров тоже не так уж много. В общем, тоже буду ездить в 3 цепи. Сейчас поставил вторую. Каждые 500 километров приблизительно буду, наверное, ваксовать и сразу одевать следующую. То есть у меня уже стоит следующая, уже готовая, проваксованная. 500 проехал, поменял эту, снял, проваксовал, отложил в сторону. И так в 3 цепи. Потому что, блин, в общем, это долгая история. Зачем это? Я так понял, что если ты не хочешь кассету полностью все менять, надо просто ездить 3 цепи, так ты сможешь ездить, я не знаю, лет 10, наверное. Потому что так она будет звездочкой стираться равномерно под каждую цепь постепенно. А если ты будешь на одной долго ездить, потом ты покупаешь новую, ставишь, а она нифига уже не подходит под кассету, потому что там на звездах стерлись зубы под ту, которая уже растянулась и стачивала совсем по-другому. Соответственно, надо равномерно в 3 цепи это все ездить, делать. И к чему я это?
тут забыл. Потому что я тот велосипед... вспомнил, я хотел вообще не про цепь рассказать. Ну да, я цепь все проваксовал, поменял, все стоит готовенько. Купил 3 новых камеры, потому что мне это достало уже. Постоянные проколы. Я так от Швабли родная, которая стояла, тоже 3-й прокол на ней. Я так смотрю, она тонюсенькая такая. Это, походу, какая-то самая дешевая, самая легкая, облегченная. Они же за весом гонятся, эти производители. Типа, вот ваш велосипед 8,5 килограмм весит. И он так весит, потому что там все облегченная, и в том числе и камера. Она тонюсенькая. Я сейчас купил 3 камеры от Continental. Так они, блин, на порядок толще, это резина. Вот. И уже хочу себя обезопасить от этих проколов как-то максимально. Значит, такой у меня план. 3 камеры я купил. И, по-моему, это еще не все. Потом жидкость такую, которая вот это молоко, которое заливается в камеры. Там 250 грамм его надо залить. И оно будет, эта жидкость, сама проколы устранять. Это она, жидкость попадает в прокол и там затвердевает. В общем, пан Шуц, жидкость вот эта, бутылка 1 литр, хватит на 8 камер. То есть это хватит вот надолго. В принципе, не так уж и дорого. Эта бутылка стоит что-то там 15 евро вместе с этими всеми шлангами, чтобы это все заливать шприцами. Потом 3 камеры я купил. Потом я купил... Ну, это еще в Амазоне все у меня в корзине лежит. Я еще не купил, просто в корзину положил, потому что уже зарплата. Все куплю, некий есть план траты денег. И в этом году я уже все лимиты исчерпал, поэтому это в следующем месяце будет все куплено. Там опять на 50 евро набежало всего, что наложил туда в эту корзину. Значит, эту жидкость. Потом я положил еще вот эту штуку такую, тоже жидкость для смазывания обода внутри колеса, вот под камерой саму, не камеру, блядь. Сейчас. Нету, да. В общем, следующая проблема, это наряду с проблемой проколов этих частых. Это проблема, что ты, когда меняешь камеру, там ее клеишь или просто другую вставляешь, покрышка не становится на место. Она застревает в ободе, там такой кантик есть в середине, и ты ее как ни качай, сколько давления там бар или этих не сделай, хоть 10, хоть 100, ни черта и нету, она не становится на место. Я, блин, уже просто извелся, я такого знать не знал. На моутбайке такого нету, ты поменял камеру, накачал, все, забыл. А тут ты поменял, накачал, и эта камера стоит криво, не камера, а покрышка. И, соответственно, колесо кривое, и ты едешь, и оно бьется, ты чувствуешь это все, еще гревли, амортизации никакой. В общем, я просто с ума сходил, уже напишу на форуме, что за нафиг, что я делаю не так, что мне купить. Оказывается, надо такое специальное средство, которое будет смазывать внутри обод и покрышку, чтобы покрышка как бы было проще покрышке становиться на место. Я сделал это пока что просто жидким мылом домашним. Взял, вытащил жидкое мыло, принес. И такой пальцем там помазал. Ни хрена она все равно не становится. Я ее уже полностью снял, эту покрышку. Смазал там от души уже этим жидким мылом. И тогда накачал там 6 барлей. Потом спустил до 4, она таки стала на место. Ну чего мне это стоило, поэтому я еще положил в корзину такое специальное средство, которое смазывает обод и покрышки, чтобы они скользили и легче становились на место. Это средство там, оно недорогое, 4,50 с таким поролоновым валиком. Все прикольно, недорого. Но там всего 50 миллилитров. То есть я подозреваю, что это просто пару раз помазать. Поэтому есть еще бутылка отдельная, это средство. Тоже недорого, в принципе. 13 евро бутылка, литр. Чтобы наполнять, соответственно, ту маленькую бутылочку. Тоже положил в корзину. Потом вот этими лопатками. Вот и вся фигня, потому что тут
просто на гревеле стоит такой высокий обод, блин, что туда так проблематично вообще снять камеру, надеть камеру. Ты просто все пальцы, все руки себе поломаешь, пока это сделаешь. Поэтому это надо все смазывать, и надо соответствующие лопатки, даже не просто лопатки я уже тоже купил другие потолще, чтобы хотя бы не ломались. Но надо, есть еще такая фигня, специальная прямо такая лопатка, та тоже 15 евро стоит. Тоже положил в корзину, просто, блин, с ума меня сводит эта фигня. То есть ты проколол колесо, ладно, ты проколол колесо, хотя это тоже бред какой-то, почему так часто прокалывается. Ну хотя бы ты взял, поменял и поехал дальше, накачал. А тут мало того, этот насос, я толком не могу понять, как он качает. Накачать еще та проблема. Потом покрышка не становится на место. Потом, вернее, перед этим ты еще фиг это все снимешь, потому что ты просто пальцы все обломаешь. Это так тяжело все вытаскивается. В общем, меня это, честно говоря, эти высокие обода порядком, блин, достали уже. Я уже хочу уже что-то инвестировать, чтобы уже это было, если проколол, чтобы это был какой-то монтаж быстрее и проще. Честно говоря, уже напрягает. Добавил на 50 евро опять, ну, докидал в корзину. Ну, как я сказал, позже уже это все закажу. Это интересно. Что не рассказать-то, а? А это у меня кися как форма такая психологическая разгрузка. Я такой болтаю сам с собой на камеру. И такой могу доверить камере все сокровенные вещи, как психолог, знаешь, такой вот. Расскажите, что вас тревожит. И ты такой, ну слушайте. Не, в этом есть какой-то терапевтический эффект положительный, когда ты болтаешь, когда ты можешь выговориться. Я нахожу это здорово. Вообще ведение канала, даже смотрят, не смотрят его, вот в плане, что это мотивирует, дисциплинирует, и что это, вот опять же, можно выговориться, что это имеет такой положительный психологический эффект, какая-то такая самопомощь. Психологическая самопомощь, знаешь, то есть тебе не нужен психолог, тебе надо деньги платить, ты такой просто, тебе надо просто выговориться. Что скажешь? Я же ее не включал. Откуда ты знаешь? Откуда? А что ты обманываешь, что у тебя одна полоска, если у тебя такие три? Сколько велосипедистов повылазило? 1, 2, 3, 4. Красавцы. Данке. Что там, Кися? Вообще вот это направление одно из красивейших вот вдоль залива. Это велосипедный рай какой-то. Так, у нас до цели осталось. Что там? 28 минут. Даже не знаю. Вроде Яруся пока едет. Может, еще и доедем, глядишь. Ну вот наш залив. Ну, я так подозреваю, что мы сейчас по ветру едем, что как-то прямо очень легко. Что тут сейчас надо будет конкретный кусок по дороге пилить. Ну, зато так быстрее. Кися, включай свет. Включай свет. Нажимай на кнопку. Затем. Нам надо по дороге сейчас будет кусочек проехать.
Кусочек, да, Иришка? Это велоспорт. Тут иногда дороги встречаются. Ты не спортсмен? Купила велосипед, знаешь, спортсмен. Смотри, где кнопка, которая отвечает за свет. Расскажи мне. Вот она, пожалуйста, битый шут. Погнали. Нам еще. Нет, 20 минут осталось всего. Ты с ума сошел? 20 минут это 20 много? минут и 20 километров. Да, 100! Ну, как минимум 15. Да какие, ты шутишь? 20 минут это 15 километров? Что за подсчеты Да. такие странные? Поехали, Да, давай. Давай показывай карту. Ничего не буду показывать. Тагихаемся. Не ной. Едь за мной и все. Давай. 20 минут. Abfahrt wird fortgesetzt. Там машина, смотри, притормаживай. Нам налево. Стой, пропусти. Стой, стой, стой. Погнали. Den Streckenverlauf. Распаковка! Велораспаковка, друзья! Сегодня ко мне пришла вот такая посылка с новыми сумками для моего супер-пупер велосипеда. Погнали! Ждал я эти сумки, кстати. Эти сумки ждал с полгода, наверное. Я их еще весной заказал вместе с велосипедом. Велосипед я получил где-то в октябре, а сумки вот сейчас только в феврале. И это не простые сумки, они подходят только на роза, они там на магнитах, в общем, они какие-то серьезные, в общем, на раму и под раму. Такая огромная коробка, а в ней две маленькие. Вот это вот на раму, дорогущий, что капец, на раму она 80 или 70 с чем-то евро. Вот такая вот кроха, чтобы вы понимали. Вот она здесь, вот так вот это сейчас вкрутится в велосипед в раму, и он на магнитах прямо, нифига себе, он конкретно магнит. Ну, такая, конечно, компактненькая. А как она открывается? Крохотная, чисто под ключи. Ну вот такого чего-то маленького как раз не хватает. Тема. Так, и это. Вот это. Вот раму. Тоже она вот на по такому же принципу. На магнитах. Цак. Цак. Материал, конечно, сделано все достойно. Тут вот просто маленький такой отсек. А тут вот сама сумка. Размер ML. Чисто как раз под мой размер, под размер моего велосипеда. У меня размер ML. Бомба, конечно. Не знаю, зачем вот это. Все, друзья, это была велораспаковка. Погнали! Пиу! Наконец-то я получил свои сумки. Иху! Распаковка! Погнали! Пришел пакетик из Китая с тему. Заказал я кучу разной фигни, как обычно, на тему для велосипеда и не только. В общем, маленький вот такой насос ножной, чтобы ногой накачивать. Так. Угу. Вот такой насос велосипедный.
Нормально. Выглядит, конечно, пластиково. Ну, посмотрим. А то у меня что совсем все насосы плохие стали. Наверное, это лучше на столе не делать, да? Угу. Что тебе надо? Стоил пару евро, я не знаю, 5, 6, 7, наверное. Так, это Ирусина нотная папка для нот. Нотная папка. Дальше. Рюкзак. Я себе заказал рюкзак, чтобы на работу с ним ходить, чтобы на него вешать телефон на шлейку. Посмотрим, как это получится. Рюкзачишка. Вот такой себе рюкзачишка. Тоже что-то до 10 евро. И сюда типа, я думаю, вешать камеру. Рюкзак. Дальше. Сейчас еще у нас большое. У нас еще... это Ирусин чайник какой-то для чайной церемонии. Распаковка с тем, друзья. И всякие мелочушки. Мелочухи. Так. Какие-то непонятно что. Это я себе заказал такой чехол, сумочку для телефона, для мобильного типа. Я так подумал, сюда ставить телефон, его вот так вот как-то на шлейку рюкзака или на веревочку вот такую на шею. И вот он будет вести трансляцию, эфир, стрим. Посмотрим. Ну все так, как на картинке. Все вот все по 5, по 3, по 1 евро. И в результате на 59 евро, по-моему, было это все. Так, погнали дальше, не отвлекаемся дальше. В общем, это все было по большей части для ведения стримов. Я вот все пытаюсь найти какое-то оборудование, которое будет держать телефон во время проведения стримов. Вот такой вот держатель мобильного телефона. Наверное, это можно сказать. Так. Вот так он будет держать телефон. И вот так его закручивать. Но все это выглядит, конечно, просто деньги выкидывать. Довольно-таки пластиково, массивно, блин. Нифига не элегантно, бляха. Ну хоть шо это такое вообще? Включена камера? А? Камера включена? Надеюсь. Покажи. Значит, это здесь. Я быстро буду курс сделать. Нам надо выключить с тобой свет. Все, выключу. Камера снимает, отлично. Значит, смотри, все, я все выключил. Ничего не делал, то есть поставь подножку. Погнали искать. Смотри. Я сейчас тебе покажу все. Тут просто надо подножку включить. Отлично, значит, смотри. Я рассказываю. Что такое? Что? Кися, смотри. Задание. Одеваю специальные очки. Это специально обученные очки. Геокейчерские. С ними намного проще находить любые тайники. Смотри, задание. Знаешь как?
offensichtlich und dennoch gut versteckt. Eigentlich trennen ich zwei Leute, aber hier bin ich euer Ziel. Типа, по нормальным делам я разделяю двух человек, но hier bin ich euer Ziel. Дополнительная подсказка. Erdgas. Это вот здесь, Erdgas, это, например, вот смотри. Газ. Нашел? Где можно спрятать? Ну вон Erdgas написано Да, прям. там я тоже искал. Я не понимаю, что за... Я разделяю двух человек. Вот сейчас вот мне Алло, что-то гuten Tag. Я? Ja. Ah, ich war richtig da. Die hat das schon jahrelang da verbuddelt. Dann kamen wieder keine, jetzt diesen Winter kommt ständig Leute. Ach so. Ich hab letzte Mal darüber Nee, gesehen. irgendwo da unten hat sie das verbuddelt. Ja, okay, danke schön, danke. Прикольно. Женщина уже знает Ага. этих кетчеров, которые здесь все переискали. И она говорит, вы неправильно там ищете, надо здесь искать. Ну вот здесь я тоже в прошлый раз все обыскал. Где? Вот где? А, может в заборе, слушай, потому что он не. Я разделяю двух человек. Каких двух человек? Ну, забор, наверное, имеется в виду. Именно экстремы с вами. На, сними с меня эту камеру. Да, она записывает еще? Прикольно, мы начали там вот искать, вон там вот, потому что там единственный такой лючок, где можно спрятать и на котором написано газ. Но вышла женщина и говорит, вы не там ищете, вам надо вон там искать, напротив. Прикол в том, что я здесь уже искал, ничего не нашел. И какие два человека здесь разделяют? Блин, нашел, прикиньте. Кися! Нашел! Какие два человека разделяют это? Ну вот он, походу. Та-да, та-та-да. Женщина говорит, в жизни вот в жизни не найдешь, потому что какие два человека разделяют? Ну вот пойми, в чем. Хотя координаты получаются точно. Не, координаты показывают вон туда дальше. Непонятно, каких двух человек разделяют. Он был вот здесь вот под травой, вот под листьями. Вот найди. Ну да. Какие два человека разделяют что? Прикол. Нашли. А я уже, слушай, пометил его как не найденный. Мне интересно, исправить можно? Я думаю, что да. Давай сделаем пару фоточек. Вот делать мне классные фотографии новым телефоном. У нее вот есть это чувство прекрасного. У нее фотографии намного интереснее, красивее получается, чем у меня. Она видит эти красивые какие-то моменты, а я не вижу. Вот все, что бы мы не фотографировали, вот у нее прикольные фотографии получаются. У меня что попало. Нашли мы тайник, но вот не без помощи вот этой женщины-соседки. Хорошо, что она там стояла. Она показала нам хотя бы в каком направлении искать. Подсказка, потому что вообще ни о чем. Разделяет двух людей. Каких двух людей это разделяет? Присыпан он тайник листьями опавшими. И то есть надо понимать, что там этих опавших листьев он просто вот вагон. Ну то есть ты можешь 10 метров туда, 10 метров в эту сторону, в ту сторону эти листья ворошить. Это несерьезно. Когда прячут тайники просто в земле, это вот найти их нереально. Просто это гектары надо перелопатить, пересмотреть по сантиметру. Иногда эти координаты абсолютно ни о чем.
получается как. Красиво? Ну, я не знаю, сейчас плохо видно. Смотри, вот трава и солнце. Ага. Смотри. Ну, слушай, прикольно. Ну вот у тебя есть это чувство прекрасного. Нет, да. у тебя камера просто хорошая. И камера у меня еще и хорошая. Кися. А еще один снимок, как я записываю, и все. Потому что это важно для истории, понимаешь? И едем домой, и идем в рестораны вот эти кушать, отмечать 8 марта. Смотри, я буду типа записывать, а ты фотографировать. План такой. Значит, соответственно, я записываю, ты фотографируешь. Погнали. Вот так не надо, чтобы как-то и велосипеды были и видны с разных ракурсов. Как-то можешь, пожалуйста? Ага. Красавчик просто, да? Просто молодчина. Все, погнали. Все, Кись, ты готова поехать домой и насладиться этим прекрасным весенним днем? Кстати, весна уже. Это весна настоящая. Я что-то как-то говорил, что это вроде как все не по-настоящему, а это настоящая весна. Кладу тайник обратно. Заполнили мы логбук. Вот сюда вот в землю прячу. Цак, цак. И зарываю. Прикрываю листьями. И это был 164-й тайник. Все, друзья. Лайк, подписка. Погнали! Пиу! Wenn, Как Вендон? Ты чё, мы что? Да-да. Здесь место просто мега идеальное. rein zum Bootssteg Wenn. А? Да. Чего? Не нравится тебе место? Локейшн? Nach 150 Ух ты! Прикольно. Уже с солнечными панелями. Да. Смотри. И с большим флехе прямо из стекла. Вот это удивительно, когда у тебя прямо панорама целая. Мне Ну, интересно это только, чистить, я не знаю, как это мы. мне интересно, на что? Они не на эти дома, они все-таки поверх на залив? По идее должно, иначе смысл. Тебе не нравится этот орт? Далеко от моря. Кися, ну здесь тоже залив, не забывай. Ах, что это грязно. И плюс не так уж и далеко, что тут далеко. Так же, как и у нас. Километров 10-15. Radfahrt wird fortgesetzt. Ну, не скажи, залив это тоже, это заповедная зона, на секундочку. В заповеднике-то домик себе, а? И здесь красиво, тихо, хорошо. Rechts abbiegen auf Dorfstraße. И это мы еще, у нас с тобой хардтейлы, у нас подвеска пружины, господи, как это называется-то, амортизатор, только на переднем колесе, у нас на заднем нету. У нас на заднем не так жестко за счет того, что толстые колеса, а амортизатор у нас только впереди. А есть двухподвесные МТБ, впереди и сзади. И вот это, вот там я уже думал, вот там вообще чистый комфорт.
Единственное, что я раздумываю, что когда надо будет выплачивать рест, что не взять ли на эти деньги лучше 2 подвес и вообще кайфовать. Что это? Это типа такой вот тоже держатель для телефона, который вращается во все стороны разным типом. Блин, ну это все тоже такое тяжелое, массивное, как это все. Шнур для наушников, потому что Иришка забрала мой шнур, мои наушники к себе на фортепиано, и у меня не хватает шнура. Подожди, что-то он какой-то сильно массивный. Ну, точно вообще такой шнур надо было? Или я не тот заказал? Нет, тот. Должен быть тот. Дальше. Опять крепление для телефона. Это даже не крепление, это такая прищепка для рюкзак, на шлейку рюкзака. Вот у меня на это большая надежда. Вот она раз, так типа прицепил на шлейку. Так. А сюда, кстати, куда? Ну да, вот сюда вот камера. Ну, по идее это типа вот так вот, вот так вот, вот так. Это все такое массивное. Это все та жопа. Это я такой замочек. Хочу на велосипедный замочек, чтобы он был маленький, легенький, чтобы его в сумочку просто бросить, чтобы он там лежал. Вот он прямо в руке помещается. На всякий случай. Я понимаю, что это вообще не защита, что это не серьезно, что это просто кусачками перекусить. Ну блин, иногда надо просто вот отойти вот на секунду. Конечно, за секунду и спереть могут, но все лучше, чем вообще ничего, когда у тебя вообще ничего. То есть, по идее, там тросик внутри, и как бы кусачками, я надеюсь, не прямо его можно перекусить. Прямо в сумочке хочу его бросить, чтобы был, на всякий случай. Так, ну почти все. Тут тоже держатель крепления для рюкзака. В принципе, все супер, кроме вот этого. Вот это слишком массивное, это никуда не прицепишь. Вот на это у меня большие надежды. Это прямо на шлейку. Вот так вот на липучке. Вот так вот, типа раз. Вот это вот 2. И сюда телефон 3. Вот это вот должно быть хорошо. Вроде бы как, но это не точно. О, вот, так, раз. Ага. Вот это тема. Вот это должно... Вот это... И сюда телефон. Получается, я буду рисовать с рюкзаком, наклонился и он снимаю. Блин, вот это сейчас прямо испробую. Это должно быть хорошо. Так, ну и последнее. Что здесь? Ручки. Блин, ручки. Я же веду свой пятибук уже последние 10 лет. И у меня там определенные ручки железные. И она что-то поломалась. Я только такими ручками писал. И она поломалась, а это прям ручка от этой фирмы Паркер была, или что, типа Паркер, не знаю. Но она вот точно один в один, вот как вот это. И я такой, блин, а чем я теперь писать буду? Она поломалась, а я только такими железными, чтобы железными тоненькая была.
Я посмотрел подобного рода ручки на eBay, Амазоне, там 20 евро одна, блин, цены космические. На тему 4 штуки 5 евро или 4 евро, еще и разных цветов. Красота. Все, друзья, это была вело-распаковка отчасти. Распаковка. Итак, распаковываем. Что нам пришло? Прекрасный тостер. Та-да-та-та-да. И самое главное, ради чего весь сбор. Новый телефон Xiaomi 14T Pro. Вы спросите, при чем здесь распаковка телефона до велосипеда? А я вам скажу. Потому что я буду вести стримы телефонные, велосипедные и рисовальные этим телефоном. Понимаете? Вам все равно? Окей. Понимаю. Но так или иначе, косвенно этот телефон связан с моим блогом, моим блогерством, моим каналом, моим YouTube каналом. Ничего себе. Ну, крутющий, конечно. Я, правда, не помню, у него какой-то титановый титановый, скажите мне кто? Корпус, да, титановый. Такой холодный. Титановый был всегда холодный. Я не помню, как на ощупь iPhone. Но этот прямо, мне кажется, причем уже наклеено на нем это шуц-фолия. Все, друзья, это была распаковка 14 Pro Xiaomi телефона. Скоро я буду стримить в нормальном качестве. Зарядки нету, красавчики, только шнур. Вот это вот сейчас вот так вот телефоны продают без зарядки. А тебе шнур, зато чехол есть. Чехол, красавчики. А зарядки нет. Они, видимо, подумали, что сейчас все пользуются вот этими зарядками быстрой зарядки, которые и типа смысл им еще зарядку продавать. Пускай или отдельно покупают, или уже сейчас у всех есть. Вот так вот. Что? Обзавелся новым телефоном, друзья. Все, это была распаковка нового телефона Xiaomi 14 Pro.